Долгожданное обновление до версии 5.4.0. Кого-то оно порадовало, кого-то чуть меньше, а кого-то просто оставило равнодушным. Но в любом случае мы наконец-таки его дождались, поэтому давайте обсудим все то, что успело появиться в eFootball после апдейта до версии 5.4.0. Апрельское глобальное обновление уже здесь, а вместе с ним и крутые наборы в eFootball. Но что делать, если монет недостаточно, но в то же время ты не знаешь, где можно их приобрести или где можно пополнить стимовский аккаунт? Не стоит переживать, ведь есть донатов нет. Больше не нужно задумываться о пополнении по адекватным ценам, ведь именно здесь вы сможете пополнить свой Steam аккаунт или приобрести монеты для eFootball Mobile, точно так же, как и пополнить любую другую мобильную игру. Все собрано на одном сайте и с самыми лучшими ценами, и можете быть уверены, что сможете пополнить свой баланс быстро, выгодно и безопасно. Для каждого товара на сайте расписана подробная инструкция по активации, а поддержка всегда готова прийти на помощь с любой проблемой. Также на сайте присутствуют бесплатные ежедневные раздачи. Лутай D-Coin и сразу пополняй любимые игры. При регистрации по моей ссылке ты получишь купон, который даст тебе скидку на первую покупку. Проблемы с пополнением уже в прошлом, ведь с донатов нет, донат есть. Ссылка в описании. Konami давненько не радовала нас более-менее интересными донатными наборами, и под сегодняшний день они решили выкатить целый набор на 250 футболистов во главе с бигтаймовским Эденом Азаром. Ну и конечно же, куда же без эпических игроков. Помимо всех тех игроков, которых мы ожидали еще со вчерашнего дня, Пепе, Снейдер и прочие ребята, к ним также присоединяется и Златан Ибрагимович, которого, как мы могли понять, не могут использовать в рекламных материалах, но при этом в игре ему никто не мешает появляться. К сожалению, чудо не произошло, Златан Ибрагимович все так же получает стиль лис у ворот, и по сути все, что его отличает от предыдущей версии, это клубная привязка. Ну и небольшое различие в цифрах, потому что это эпик, а не бигтайм, как было в прошлый раз. Тогда же, как бигтаймовский Эден Азар выглядит действительно сочно. Это вам не зимний релиз, когда он получил стиль классическая десятка. Это атакующий полузащитник на аналогичной позиции. При полной прокачке его рейтинг достигает аж целых 109 пунктов. С прокачкой под оттянутого форварда все 110. Но 110 номинального рейтинга, а не полного. Как и было обещано, за вход в игру каждому из игроков дают одну бесплатную крутку на этот пак. Ну и также действует скидка на первую крутку по 10 футболистов. Вместо привычных 900 монет за крутку 500 монет. Но Konami не стали ограничиваться только этим паком, и вместе с ним также стал доступен отдельный эпический пак по J-лиге. И там не какие-то японцы, а даже знакомые нам лица и фамилии. Это Фернандо Торрес и Андрес Иньеста времен выступления в Японии. В принципе, выглядят не так безнадежно, как могут показаться на первый взгляд. Но стоит учитывать, что это как бы не праймовый период, и соответственно цифры тоже не то чтобы прям блещут. С другой стороны, в паке присутствует всего лишь 100 футболистов, поэтому как будто бы даже можно было бы пойти, но тут на усмотрение. Небольшое обновление по кампании, которая сегодня стартовала, а именно кампания в честь миллиарда скачиваний. Все как и было обещано, мы получаем поинты, получаем ГПшки, золото за прохождение клеток после сыгранных матчей. В течение 3 последующих недель за вход в игру мы также все это будем получать. Но стоит уточнить один конкретный момент. Помимо случайных круток на пак из 250 футболистов, в котором присутствуют и 7 подарочных эпиков, если из этого набора за 20 попыток вам выпадет хотя бы один эпический игрок, вы не получите крутку на пак, в котором присутствуют 7 эпиков. Она предназначается только для тех везунчиков, которые никого не вытащат из пака, где 250 игроков, и вот им-то дадут возможность рандомно выловить гарантированно одного из эпиков. Если же вам кто-то да выпадет, как мне, например, в случае с Эдмилсоном, то мы с вами пролетаем мимо этой крутки на пак из 7 эпиков. Кстати, пишите, может быть вам кто-нибудь уже успел выпасть за это время, может быть Рональдиньо или там Перуцци или Бербатов, в общем, отпишите в комментариях. Команда недели и, к сожалению, как таковой революции или же эволюции, смотря что вам ближе по душе, к сожалению, не произошло.
Рейтинги особо не изменились. Привлекает внимание разве что высокорейтинговый Холланд, но всякий раз, когда он появляется, Konami почему-то не скупятся на более-менее приемлемые цифры для него, чего не скажешь про Мбаппе и прочих подобных ребят. В принципе, неплохой универсальный Дембеле, интересный Чалханоглу и относительно интересный Маркус Решфорд. Тогда как все остальное, как будто бы такое себе. После скучного пака на понедельник с участием японских шоу-таймов мы наконец-таки возвращаемся к эпикам на понедельник, и нас ожидают полузащитники из английской премьер-лиги. Яя Туре от штрафной до штрафной на позиции опорника, Тьяго Алькантра на позиции центрального полузащитника со стилем атакующий полузащитник и Хаби Алонсо на позиции опорника со стилем дирижер. Для ценителей английского футбола в магазине eFootball Points стал доступен новый футболист из английской премьер-лиги. Это Ван Бисака. Непризнанный гений и просто скрытая мета для всех тех, кто играет с обороняющимися фланговыми защитниками. Кстати, небольшой лайфхак. Вместе с обновлением также, судя по всему, начала выходить и цифровая версия манги, которую мы упоминали в прошлом ролике. И если вы пройдете по подсказке, которая доступна в игре, нажмете «Читать мангу», то сможете получить халявные 50 золотых монет. Геймплей ожидаемо претерпел изменения, и думаю, что ему мы посвятим отдельный ролик, потому что обсудить есть что. Но на первый взгляд это действительно ощущается по-другому. Если взглянув со стороны, так и не скажешь, то вот уже по ощущениям, когда играешь самостоятельно, чувствуешь, что футболисты стали как-то чувствоваться иначе, мяч как-то стал чувствоваться иначе, все как будто бы стало чуть-чуть помедленнее. И в то же время складывается впечатление, как будто бы анимации стали чуть более плавнее, но все еще привычных бичей в виде неточных пасов, которые происходят на ровном месте, или затупков игроков после потери мяча, к сожалению, эти геймплейные изменения не затронули. Но поподробнее о геймплее мы поговорим как-нибудь в другой раз. Ну а вы же пока можете делиться своими впечатлениями от игрового процесса. Ну и конечно же, самое главное, то ради чего большинство здесь и собрались, это конечно же обновленная Мастер-лига. Та ли это Мастер-лига, которую мы полюбили и которую так долго ждали? Конечно же нет, даже и близко нет. Про нее мы также поговорим в рамках отдельного ролика, чтобы можно было затронуть как можно больше аспектов. Но если вкратце, то вот основные тезисы. Вне зависимости от команды, которую вы выберете для прохождения Мастер-лиги, вы все равно будете играть с оригинальным составом из фейковых игроков прошлого, с Кастоло, Минданда, Иваровым и прочими ребятами. Еврокубков, точно так же как и национальных кубков, в этом режиме, а точнее в этом ивенте нет, они банально отсутствуют. И поэтому в течение сезона вы только и делаете, что проходите лигу. По сути, как и в режиме «Моя лига». Но все же это немножко другое. Но с другой стороны, возможно, к прохождению этого режима вас могут сподвигнуть награды, которые подразумеваются по истечению определенных, результатов, скажем так, а именно количество болельщиков. Во-первых, как и было заявлено, мы сможем забрать хайлайтовскую карточку Кастола. Выглядит, в принципе, неплохо, хоть и звезд неба не хватает. Но точно так же, как и в дивизионах, здесь действует рейтинговая система. И, соответственно, помимо того, что вы набираете болельщиков для своей команды, вы также соревнуетесь и с другими реальными пользователями, которые также параллельно набирают болельщиков для своей команды. И, соответственно, чем больше болельщиков, тем выше вы по рейтингу. Чем выше вы по рейтингу, тем больше шансов, что по истечению этого ивента вы сможете забрать эпическую карточку Кастола. Охотник за голами, 102 пункта рейтинга, плюс-минус, и вот подобный разброс цифр. В принципе, для фри-ту-плейных аккаунтов выглядит, не так безнадежно. Однако стоит принять во внимание, что данный ивент будет доступен только на протяжении недели. Ни больше, ни меньше. Вернется ли он после этого тестового захода, как долго придется его ждать, остается неизвестным. Поэтому пока есть возможность, воспользуйтесь ею, чтобы вдоволь насладиться этим прекраснейшим ивентом. Ну а в комментариях под этим роликом буду ждать ваше мнение по поводу этого обновления. Остались ли вы довольными, или же разочарованными, или же что-то такое посередине. И вроде и неплохо, но и не прям вот как-то завлекательно. В общем, пишите в комментариях.